Привет, тусики, мои дорогусики! Мы с вами находимся в игре The Sims 4, и сегодня у нас с вами небольшой такой обзор на новое дополнение. У нас сейчас с вами находится участок с новыми предметами из этого дополнения. Ну, или не прям со всеми, но почти со всеми, по крайней мере, вот эти вот площадки, они сделаны прям по максимуму из всего, что только можно было добавить. Сейчас я бы хотела обратить внимание на некоторые предметы, которые мне прям очень сильно понравились. В первую очередь, это, безусловно, вот эти вот люстры в виде вот этих вот медузок. Они очень милые. И, конечно же, тоже разные расцветки. И они очень милые. Прям вот очень милые. И вот, конечно, кровати — это отдельная такая, знаете, прям атмосфера, такой вайбик, прям лагерю какого-то. И также мне очень понравился вот этот сундучок. Он очень милый, вот особенно розовый. Я не понимаю, почему мне так нравится, но он такой миленький. Я бы хотела еще обратить внимание на вот эту вот чугунную печку. Это просто что-то с чем-то. Я не знаю, почему она мне так сильно запала в душу, но вы просто посмотрите на то, какая она атмосферная. Я не знаю, может быть, это у меня что-то в башке моей, да, случилось, что мне начали резко такие странные вещи нравиться, но у меня просто от нее какой-то такой, знаете, мандраж небольшой. И по поводу еще некоторой мебели. Ой, здесь у нас стул застрял. Бывает такое. Мне очень понравился вот этот шкафчик, коттедж в лесу. Он, знаете, вроде бы одновременно и подходит под эту тематику, но одновременно он очень прикольный. То есть сразу веет каким-то таким, знаете, лагерным, ну, какой-то просто лагерной атмосферой. Здесь вообще какой-то вайб еще и лошадок, кстати, потому что здесь вот эти вина, шампанские, какие-то погребы, как будто бы, да, тоже есть. И также, как можно не радоваться велотренажеру? Вы прикиньте, велотренажер как в Sims 2, между прочим. И я не знаю, насколько сильно он будет так же мучить персонажей, как в Sims 2, потому что, я думаю, вы знаете о том, что в Sims 2 чуть ли не умирают от этих тренажеров. Но, в общем-то, в четверочке у нас теперь они тоже наконец-то есть. И также мне очень понравилась вот эта вот байдарочка. Я знаю, что есть возможность как-то кататься на этих всяких лодочках, да, которые там пришли к нам с этим городком. Ой, не Сулани, как он там, ну, пляжный вот этот городок, да. Я знаю. Но байдарка — это отдельное вот какое-то такое... Я не знаю, это отдельное какое-то настроение, да. Я не знаю почему, но я прям очень довольна, что оно пришло к нам. И также я обожаю вот эти всякие киоски с едой. Когда они приходят, я обожаю там их как-то обследовать, да. И на этот раз у нас с вами пришел киоск со здоровой едой и киоск со сладостями. Мгм. И сегодня мы, наверное, с вами тоже их посмотрим. Также, я думаю, все знают, что у нас пришел блендер, конечно же, и чайник, чай с бутербродами. Название — это вообще отдельный респект. И здесь есть один очень милый цвет. Да, вы угадали, это розовый. Это розовый и голубой, это отдельный цвет. Это просто отдельная какая-то милота. Он, знаете, такой кукольный прям выглядит. Я не знаю, так кукольно прям вообще. Ну и у нас тут есть мини-холодильник, фокус на фитнесе. И вы посмотрите, что там. Там баночка с таким птенчиком. Это очень-очень мило. Также нам добавился новый туалет. Я не могу, конечно, сказать, что я прям очень сильно от него в восторге. Я просто решила про него сказать, да. Из цветов в этот раз у нас очень мало. Это вот просто вот такие 3 варианта цветочков, да. Ну и, конечно же, я думаю, вы все понимаете, что как нам может не нравиться мишень для стрельбы из лука. Это можно сказать, предмет этого дополнения, да, один из них, точнее. Ну и, конечно же, воображаемый друг, которых я просто обожаю в троечке. Это отдельный вид искусства, да, которых я обожаю, но от них очень сильно ломается игра именно в троечке, бывает, очень часто она ломается, но вот в четверочке я не знаю, как оно будет, да, я не знаю, поэтому будем надеяться, что хоть в четверке нам дадут с ними поиграть, потому что в троечке я просто обожаю их. И да, по поводу вот картин, вот этих всяких, да, тут они есть разные тоже, разных вариантов, разных видов. И также здесь добавили тоже вот эти картины прикольные, вот это очень прикольный такой вайбик. Вот это тоже прям байдарка тут тоже, да, то есть
Очень выглядит все здорово, и здесь также есть вот этот плакат, который связан со спортом. Зеркало мне тоже очень понравилось, оно такое какое-то необычное. Ну и, в принципе, наверное, все остальные предметы вы у себя видите, конечно, на экранах. Я не стала пихать все цвета там, которые только можно, иначе игра бы у меня просто бы, как бы, была бы очень долгая, да, я попробовала сначала это записать, но потом поняла, что это будет очень долго. И поэтому решила сделать просто таким образом, что просто расставила все вот эти предметы из каких-то там определенных цветов, да, которые там либо просто попались, либо как-то так, и просто обратить внимание на какие-то определенные предметы, которые мне запали в душу. А так вы можете посмотреть сами на эти предметы. Вот, например, тут детали для детской площадки, от которой почему-то все в восторге от этих детских площадок. Лично мне как-то немножечко... Не скажу, что я прям в огромном как бы восторге от этих площадок, потому что за детей, будем честны, мы не так часто играем, да, и... Безусловно, конечно, прикольно, что добавят вот эти вот возможности, там еще какие-то некие, чтобы поиграться побольше с этими детишками. Но лично я не прям в супер-пупер каком-то сильном восторге. Мне больше понравился вот этот друг, с которым я бы хотела реально поиграть, попробовать, да, посмотреть, что он там нам даст. И, возможно, сегодня мы с вами, кстати, это и сделаем, потому что у нас с вами некий такой обзор. Я не буду, как до этих, как в видосах до этого я делала, то есть там полностью обыгрывала полностью геймплей, чтобы посмотреть все. Нет, это у нас с вами просто такой минимальный обзор на геймплей, минимальный обзор на предметы. И да, кстати, по поводу причесок, одежды и так далее, прически и одежду, я думаю, мы сейчас с вами посмотрим, но я покажу вам прям, акцентрирую внимание только на те, которые мне прям понравились очень сильно. А так, запоминайте эти предметы, пока у вас есть время, потому что мы переходим с вами уже в прически и в одежду. Стой, стой! Я настолько заигралась в Sims, что совсем забыла сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, где есть не только спойлеры по видосам по Симсу, но и также моя личная жизнь. Ну а теперь к просмотру! В этом обзоре нам, конечно же, поможет главная героиня из прошлого видео с 100 дней, да, выживания. И Эмилия, да, с такой вот фамилией Инчантикс, да. Первая прическа, она мне на самом деле нравится. Такая вот просто косичка. Она такая, знаете, милая какая-то. Она вроде как будто обычная, да, но она милая. Я не знаю, почему мне так нравится. Дальше у нас идет вот такая вот прическа. Она тоже очень кайфовая. Она муа. Может быть, я слишком перехваливаю эту прическу, но, вы знаете, здесь есть и одновременно какая-то нежность, наверное, милота, и при этом вот эти вот косички, которые, я не знаю почему, они реально ассоциируются с, ну, каким-то лагерем, возможно, какой-то деревушкой, потому что чуть-чуть у этого дополнения реально есть вайбик такой деревушки, помимо вот этого лагеря какого-то, да, детского там вот этого. Вот эта прическа мне не особо нравится, сразу говорю. А вот эти косички, ну, просто косички обычные, да, то есть не будем прям сильно на них внимание обращать. Вот эти косички уже выглядят получше, мне неправда нравится. А вот эти прически, я скажу честно, мне не особо понравились, да, вот, то есть вот эти вот. Хотя вот эта прическа чуть-чуть, я думаю, может быть, вы заметили, чуть-чуть напоминает мою. Чуть-чуть. Да, то есть, ну, чуть-чуть есть такое немножечко, да. Но вот эта прическа уже прям такая для мальчиков, я бы сказала. В принципе, из причесок это все, хотя есть еще мальчишеские прически, но мы их посмотрим с вами попозже. Из одежды у нас вот такой вот платьице. Мне, ну, в принципе, нравится, но мне непонятно только вот почему здесь такой коротенький топичек. Это у нас, наверное, купальник, как мне кажется, да, скорее всего, это и есть купальник. Вот, да, вот такие вот два варианта купальника. Мне он, если честно, не очень нравится, только если вот эта вот расцветка какая-то такая, да, такая своеобразная. И вот этот купальник, он очень необычный. Мне он, если честно, нравится, особенно вот в этой вот расцветке. Он реально прикольный, и им можно пользоваться даже не один раз, как мне кажется, как помимо вот некоторых купальников, которые были до этого.
Также здесь идет вот такое вот платьице с каким-то таким странным, какими-то квадратами, какими-то рисунками, да. Мне оно не особо понравилось, скажу сразу. Такой вот комбинезончик, тоже в разных таких цветах. И он, в принципе, тоже выглядит прикольно. Его можно даже пару раз поиспользовать. Такое вот платьице. Оно выглядит тоже так прикольненько, да, но я не знаю, вот использовала бы я его, если честно, потому что я не особо люблю, если честно, такое, но хотя для зимней одежды было бы прикольно, и при этом здесь, знаете, есть какой-то такой чуть-чуть вайб, что, возможно, это даже делают дети в лагере, вот это платье сшили, да, и вот она теперь его на себя напялила. То есть какая-то такая некая атмосфера чуть-чуть, но есть. Из обуви, к сожалению, нам очень мало всего добавили. Это вот такие вот какие-то туфельки, босоножки, но они очень милые, и, кстати, они также подходят... ой, из обуви нам добавили не так много ее. Это вот такие вот ботинки. Ну, конечно, ну как же в дополнении про приключения, такие, да, лагерные, не будет вот таких вот ботиночков. Такие вот кроссовочки, я бы сказала, возможно, они даже какие-то тряпочные, но я не уверена. Вот такие вот. А мне, кстати, они понравились. Говорю сразу, они прям прикольные. И вот такие вот босоножки на платформе. Мне они тоже нравятся, они прям прикольные. И при этом расцветки тоже достаточно комфортные, я бы сказала. Из штанов у нас очень много чего добавили. Вот эти шортики, они мне не особо нравятся, потому что их таких вот подобных много. Джинсики тоже, ну, как бы есть и есть, джинсов у нас полно. Вот такие вот брючки, мне они понравились, потому что здесь вот... я в последнее время почему-то люблю вот такие большие карманы какие-то, что-то подобное, поэтому мне они прям понравились. Лосины мне не нравятся, сразу говорю, потому что мне непонятно вообще, зачем их добавляют, потому что просто вот так вот их напяливать, это, наверное, странно даже для спортивного наряда. Хотя да, я почему-то не удивлена, что, скорее всего, да, оно есть в спортивном наряде. Вот такой вот такие юбка, шорты, это очень круто. Мне нравится. Особенно какой-то нежный такой цвет, вот такой или вот такой вот. Это прям муа. Вот такая вот юбочка, достаточно прикольная, обычная, даже вот на любой цвет и вкус. То есть могут вот такие вот кто-то использовать, может кто-то вот такой вот обычный вариант. Также вот эти просто офигительные шорты. Мне они очень понравились. В них, я вот не знаю, вот они какие-то прикольные. То есть вот эти карманы большие, да, какие-то, какой-то тут вот этот ремень. Мне это понравилось. Такие вот штаны тоже с какими-то ремешками постоянными. Ну, это прям вайб какого-то лагеря или похода, я не знаю. Вот эти обычные такие штанишки, но при этом они достаточно милые, то есть они как будто бы даже могут подойти не только для одежды, которая вот именно в этом дополнении, да? Браслет у нас только один, который доступен пока что на данный момент. Это вот такой, и он очень милый. Он напоминает мне какой-то вот вайбик детских браслетов. Я не знаю почему, но вот почему-то вот такой вот вайб у меня есть. Также нам добавили вот такие вот милые носочки. Они мне почему-то больше напоминают какой-то новогодний такую вот атмосферу, нежели какого-то лагеря, хотя лагерь тут тоже есть. Ну и обычные вот такие, которые у нас уже как бы были, даже уже похожие, да? Ну, как будто бы были уже. Кофточки всякие, вот это мне реально тоже понравилось, она достаточно милая, вязаная такая, а вот это тоже достаточно прикольно, и разные расцветки тут прикольные также есть. А вот это мне не особо понравилось, она выглядит как-то, ну, я не знаю, вроде бы и прикольно, но когда вот есть вот это, зачем мне вот это? Вот такая вот курточка с кофточкой, да, в принципе, тоже выглядит прикольно, но, опять же... вот такая вот футболка. Достаточно обычная, просто вот с какими-то полосками. Вот такая вот футболка поверх... я не помню, как это называется. И на самом деле мне очень нравятся, особенно некоторые расцветки.
Такая джинсовка поверх футболки, тоже можно даже особенно вот этот вот такую нежнятину напялить. Вот такая вот. Тоже, мне, кстати, почему-то напоминает она даже какую-то университетскую немного. Вот этот топик мне, если честно, не особо нравится. Вот такая футболка, тоже с каким-то таким прикольненьким принтом. Миленько, очень выглядит миленько. А вот такой вот топик, но, если честно, мне он больше как-то, как будто бы подходит больше под какой-то сон, нежели под повседневную носку. Ну вот реально. А вот такая вот полурубашка, полуфутболка выглядит тоже очень прикольно. Ну и, конечно же, похожая уже была кофточка, но все равно она тоже мне понравилась. Вот это вообще отдельное просто, я не знаю. Это очень мило выглядит. Но понятно, конечно, что это для вот этих вот лодочек. А вот это мне не особо нравится. Она просто выглядит как-то странно, что ли, на голое тело просто вот такая вот какая-то жилетка. Вот это, ну, тоже дает какой-то необычность, да, я бы сказала. То есть такой вот некий лагерный, опять-таки, вариант. Ну и вот такая вот тоже жилетка, тоже, опять же, для катания. Но прикольно. Вот особенно этот цвет, он такой яркий, а это нам уже опять недоступно. Также нас порадовали аксессуарами. Ну, говорю сразу, мне вот эти понравились, потому что они достаточно прикольные и не такие яркие. То есть их можно даже просто надеть. А вот эти мне не понравились, потому что слишком яркие. А это просто, так знаете, атмосфера какого-то, правда, лагеря, какая-то волна. Выглядит реально прикольно. Ну и, конечно, нам добавили очки. Но вот очки, конечно, выглядят достаточно необычно. То есть носить их, наверное, ну, я не знаю, кто их будет носить. Хотя, на самом деле, вот эти мило выглядят. И вот эти какие-то розово-белые, такие прям, ух, мне прям нравится. Также нам добавили достаточно странные шляпки. Вот эта шляпка, она достаточно милая, но при этом она какая-то очень детская. Вот такая вот кепочка. Тоже вот с какими-то квадратами, какими-то такими цветами. И просто для купания, наверное, да, для какого-то. Выглядит, в принципе, должно было быть что-то подобное на самом деле. Вот. Тут также есть некоторые, которые недоступны, к сожалению. Ну, вот такой вот стилизованный образ, да, стилизованный, да, вот такой вот. Также есть вот такой вот. То есть на этот раз нам прям много их добавили, и очень здорово даже можно выбрать какой-то из них, если прям фантазия как бы, как у меня иногда тупит. У детишек также на этот раз есть очень милые комплекты. Например, мне очень понравился вот этот, особенно с овечками. Это прям очень мило. Такой вот комбинезончик. Кстати, странно, что его не добавили взрослым персонажам. А вот такие вот шортики с кофточкой. Ну, достаточно обычно, наверное, выглядит. И вот такой вот платьице, которое также есть у взрослых персонажей. А у детей также есть вот такие вот ботинки и вот такие вот тряпочные такие вот ботиночки. Кстати говоря, их все-таки добавили. И вот этот вот браслетик тоже им добавили. Также из причесок давайте-ка мы посмотрим. Вот такая вот косичка, которая мне уже говорила нравится. Вот эта мне прическа не особо нравится, честно скажу. Вот это у нас уже была. Вот это тоже была. Это тоже была. Тоже была. И, в принципе, для детей, наверное, все. Хотя вот у мальчиков еще есть. Ну-ка. Ага, нету, да? Давайте попробуем поставить пол. Они просто вот так вот, да, выбираются, и все. То есть, в принципе-то, ничем-то и не отличается. Очков никаких нету, пирсингов нету, ничего тут такого. Хотя... А вот это, между прочим, у нас есть очень такой милый галстучек, то есть как будто бы вот прям реально лагерная такая прям тема. Я не знаю, почему мне вот очень так нравится, но он такой милый прям. Из одежды у нас вот такая вот очень яркая, прикольная жилетка. Мне очень нравится. Футболка, которая у нас уже есть, похоже, у взрослых. Вы просто посмотрите на вот эту курточку.
Она мне очень нравится. Она такая нежная. Ну, это у нас футболка мне не особо нравится, если особенно вот так вот, без цвета. Она похожа на какую-то алкашку, ну, честно. Вот этот жилетик, он у нас уже похожий есть у взрослых, просто более яркий, и он очень крутой. Вот такая вот кофточка. Ну, в принципе, прикольная, обычная достаточно. Ну и вот эта футболка, она мне не особо понравилась, но, в принципе, носить-то, думаю, можно. Из штанов у нас почти такая же одежда, как и у взрослых, но здесь вот есть такие шортики, которые мне тоже понравились. Вот такие вот обычные шорты, если честно, вот эти обычные шорты и вот это вот юбка-шорты. Также те же самые носочки, что и были у взрослых. Я думаю, это можно даже не обозревать, как бы. Из кепок у нас точно такие же есть, но при этом есть еще вот такая вот панамка милая, каким-то тоже ковбойским почему-то вайбиком отдает. И тут также есть недоступные наряды, и, кстати говоря, что у нас по стилям. Вот этот как раз таки стиль, но вот шорты мне очень не нравятся. И, в принципе, все для детей из этих стилизованных образов больше ничего нет. Мальчикам, кстати, добавили еще вот такую кофточку, но почему-то ее нет у девочек. А здесь, в принципе, вот такие штаны нет, не добавили почему-то девочкам, но они, в принципе, достаточно прикольные и сходятся вот с этим вот нарядом, с этой кофточкой. Но, в принципе, мы с вами симеры, мы знаем, как это можно отключить, да, чтобы просто нажал на крестик, и вот вам будет ваш, даже если вы не хотите. Даже, точнее, если даже вы хотите, вы можете это поставить себе. Ну и, в принципе, наверное, вроде из одежды все, что есть. Хотя нет, для малышей есть вот такая вот милая футболочка с разными такими милыми принтами. Это прям чудесно. Вот эта кофточка, вот это как будто раскраска какая-то, да, то есть там красками набросали. Вот этот жилетик, который уже был, и вот эта маечка у детишек. И в принципе тут все схоже с тем, что было у взрослых. Вот эти штанишки, вот эти шортики. Также здесь только добавили вот эти кроссовочки. И в принципе вроде как бы вот такие стилизованные образы, и все. Больше нету их. Но, кстати, у детишек, по-моему, нету... А, есть колготки только одни вот такие вот, которые новогодние. И вроде бы там должна быть еще кепочка. А, нету. Ну, ладно. Из причесок у них только вот этот вариант, вот этот и вот этот, к сожалению. Вот так вот. Младенцам добавили также вот такой вот комбинезончик. Очень-очень милый. Мне он очень понравился. Такой прям забавный и миленький, конечно же. Ну и больше ничего не добавили. На самом деле, я бы очень хотела попробовать поиграть в моем сохранении, которое, я думаю, вы помните. Это вот, да, поиграть в детский лагерь вот этот. Но, если честно, я очень боюсь в нем что-то делать. Поэтому сегодня мы с вами будем играть в детский лагерь за вот эту вот семью, которая добавлена к нам вместе с этим новым городочком, пришедшим с дополнением. И есть еще, конечно, там пару семей, то есть вот есть Эдам и друзья, но они уже достаточно взрослые для лагеря, как мне кажется. Есть также фитнес, новый участок. Он, в принципе, мы, возможно, с вами даже его посмотрим. И, наверное, также можем посмотреть жилые домики. Но это давайте попозже, если у нас хватит времени. Потому что все-таки я уже хочу приступить к геймплею. Итак, у нас, как вы можете заметить... нигде не работает почему-то. Вот, у нас вот старшая вожатая. То есть у нас также добавилась новая карьера, это вожатый, конечно же. И, кстати говоря, это у нас школа. Давайте-ка мы попробуем с вами посмотреть также через телефон, как выглядит эта карьера. Она вообще называется «Сотрудник нацпарком». И первая вакансия это у нас уборщик домиков, и нам платят 440 за смену. На самом деле достаточно много. Это получается с пятницы до воскресенья мы будем работать. И на самом деле мы тоже с вами посмотрим эту карьеру. Ой-ой-ой, давайте мы это все пропустим.
Я думаю, мы с вами посмотрим эту карьеру. И, по-моему, я точно не уверена, возможно, это даже последняя самая карьера. Так, как это мило. Хорошо, нравится любовь. Кстати, домик у этой семьи тоже очень-очень милый. Прям вот, посмотрите, какой он милый. Ну вот, правда. Здесь какой-то садик, есть вот эти вот эти качельки, вот можно даже сразу поиграть вот в это. Мгм, хорошо. Они там что-то общаются, дети эти. Я бы на самом деле завела бы еще, наверное, ребенка. Я потому что, если честно, не помню вообще, как вот точнее, даже не знаю, я вам честно скажу, по поводу лагеря. Потому что, так, развлечения, покупки, дом. Так, как нам вообще с вами поступить-то туда? А, вот, запланировать поездку в детский лагерь. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ага, мы можем выбрать э, детей. Ну, давайте выберем 8 детей. Можем также создать роль свою какую-то там. э, Можем добавить характеристики, занятия, которыми они будут заниматься. А, Вожатый у нас будет 2 вожатых, походу. Туристов. Тут вот даже есть какие-то библиотеки, желающие найти пару. Кстати, да, здесь добавили также возможность там какую-то эту пару искать зачем-то, не знаю зачем. Что-то зачем, когда есть вот это приложение, да, где можно пару свою искать. Ну, да ладно. Детский лагерь. Ну, возможно, даже посмотрим также вот этот романтический проект, и также нам добавили фитнес. Но фитнес, честно скажу, я не особо хочу смотреть, потому что, в принципе, там все и так понятно. Просто кто-то будет тренировать и так далее. Но за тренажерчики спасибо большое. Кстати, мы также можем выбрать даже чуть ли не свой дом местом лагеря. Это, конечно, достаточно необычно. И можем здесь также настраивать расписание, кстати говоря. Это очень здорово. Вот правда. Также тут есть какие-то правила, которые мы можем либо выбрать, либо не выбрать. Вот этот хардкорный режим, это то, что нам нравится. Шкала питания, бодрости, не, нам такого не надо. То есть, в принципе, мы тут можем выбирать какие-то также правила. На другой из той же категории прикольно, Катя. То есть даже можно что-то придумать для челленджей, кстати говоря. Битва дерзких навыков. Лентяи едут домой. Ну, кстати, прикольно на самом деле. Исключение решением игрока. Выживать сильнейший, даже можно этот устроить. Челлендж, опять-таки. Ну, давайте-ка мы не будем это все выбирать. Вот мы с вами... Здесь вот есть детский лагерь, есть разные вот эти варианты. Даже можно вот уютный отель. Но нет. Свободное время в час. Ну, в принципе... Тут прям все это настраивается очень так... То есть даже вожатый должен еще и готовить. Вау. Ну, в принципе, я думаю, может быть, подойдет нам вот этот режим. Мне так кажется. Давайте уж попробуем. Поездка... ну, давайте прямо сейчас и поедем. Жалко, конечно, что по ходу нельзя сразу 2 детей выбирать в семье. Я почему-то думала, что можно. Ну, что уж поделать. Мы также с вами посмотрим сначала за геймплей за ребенка, а потом уже посмотрим, как будет выглядеть геймплей за взрослого. А нет, кстати-ка, смотрите-ка. У нас все вот такой вот в одинаковой форме находятся. И при этом все-таки наш братик тоже приехал с нами. Здесь также есть... я подумала, это подросток, но нет. Вот у нас наши вожатые, кстати. Так, куда вы сейчас там идете, дорогие мои? У нас сейчас час, у нас что? Я уже забыла. Завтрак в 6 утра только начинается, они куда-то бегут уже. Вот так вот выглядит лагерь. Это лагерь, который сам по себе базовый, я не стала там ничего менять. В принципе, он и так выглядит прикольно. Можно очень много, мне кажется, чего с этим придумать, но я хочу просто вот поиграть вот в ту версию, которую нам дает изначально игра, без всяких выдумок, без всяких вот этих тем. Так, у нас они, уйти, господи, уже катаются
Так, настроить наклейки мы можем даже какие-то. Давайте попробуем медузу. Они мне все-таки нравятся, такие милые. Покинуть не надо. Давайте-ка мы попробуем... Ага, он пошел плавать и развивается навык. Эрис, ты у нас болтаешь с каким-то дружком новым, Роберт Гот. Ух, Гот, какая фамилия-то. А по поводу вот домов, квартир. Мы можем занять комнату. В общем-то, как в универе. И, если честно, мне больше нравится вот эта комнатка. Мы можем просто даже кроватку, по-моему, выбрать, и все. Ну, давайте попробуем занять комнату. Идем попробуем занять комнату. А Эрин пусть будет спать там, где он хочет. Скатиться. Ну, иди скатись с этого какой-то горки там. Давайте посмотрим, как будет выглядеть выбрать комнату. Ага, просто говорит и все. Выбирает ее, да? Если она захочет спать, она пойдет. Нет? Не пойдет. Окей. Давайте пойдем. Ага, это почему-то Эрин у нас. А это Роберт Гот. Прикольно, нам даже кровати тут уже поставили. А где наша кровать? Куда нам нашу кровать запихнули, интересно? А, почему-то мы спим вот тут. Ну, пойдемте поспим для приличия, да? Эрин. Полностью вся кровать Эрина. Это, конечно, странно немного выглядит. Ну да ладно. Он у нас плавает все на свои... Окей. А где он там хотел скатиться? А, вот оно. Ну, давайте тогда мы сейчас с вами посмотрим немного город, пока они там спят и так далее. Хотя, в принципе, смотреть-то тут почти и нечего. Можно наслаждаться великолепием гейзера. Это все очень здорово. Посмотрите, какой цвет у воды. Достаточно что-то мне страшно. У них также появляются какие-то навыки, развиваются. Он долго будет плавать, а? Хватит плавать, дорогой. Давай-ка ты у нас идешь. Он не может теперь выбраться, да? Иди, пожалуйста, сюда. Позвать персонажей в поездке сюда. Не-не-не, давай-ка мы не будем таким рисковать, а то сейчас тебя еще отругают за то, что мы не спим. Иди, пожалуйста, туда. Застрял. Вроде нет. Наши вожатые, директора, чем только они занимаются, вот я вам так скажу. И никто у нас не спит. Ну, в принципе, оно и понятно на самом-то деле. Мы, кстати, можем управлять даже за вожатого. Сара почему-то у нас дома. Ну-ка, давай-ка ты, пожалуйста... Стоп. Он директор у нас, да, ведь? А она у нас кто? Она у нас, по-моему, никто здесь, да? Получается, наш отец... Ой, наш отец это, конечно... Вот интересно, пока мы будем находиться в лагере, что у нас будет с счетами, интересно? Мы можем просто его поставить в самоуправление? Директор лагеря дружелюбными быть. Иди досуг свой подними, пожалуйста. Я, конечно, планировала только за детей поиграть в этом лагере, но, походу, придется из-за директора, потому что наш папа слишком крутой. Она у нас спит. У нас 5 утра. У нас сон с 10 часов. Ну хотя свободное время... Хотя очень странно, что у нас в час ночи свободное время. Мы вроде должны как бы спать. Ну, да ладно уж, бывает и такое. Он у нас поболтал. Ну, в принципе, заняться-то, наверное, здесь есть чем. Особенно если поставить всякие прикольные занятия. Ути, господи, какая у них милая... Милые такие домики, кстати. Ой, вода просто... Ух, голубая. Просто посмотреть. Можно помыть слишком глубоко. Плавать здесь. Блин, слишком мило. А ты-то куда забрела? Дети, не слишком ли вы далеко забрели? Это кто? Дон Лотарио что-то тут у нас делает. Ох, как прыгает. Ох, как прыгает в свою лодку. Так. Ну, вообще, на самом деле, локации очень красивые, на самом-то деле. Здесь даже есть... Это была лампа. Уж простите меня, конечно.
принципе-то, я думаю, мы с вами немножечко... О, кстати, нет, мы можем также начать формировать опыт и исследовать окружающий мир. Давайте попробуем поисследовать. Так, в принципе, я понимаю, что надо учиться, да, вот это все. Покричать, смотрите, отшельнику. Давайте потом этим займемся, но нас пока что хочет изгонять, вернуться на участок. Потому что нам надо завтракать. А где у нас завтрак наш? Ой, здесь эти милые столики. Кстати, я про них тоже забыла уточнить. Вот эти столики в виде ручек детских. Это очень мило. Прям, и здесь даже кто-то готовит нам уже покушать. Если честно, мне страшно за наших детей. Сбить смузи. Уф. А давайте сделаем вот этот какой-то бананово-ягодный. Нифига себе, дети могут тоже что-то делать. Я забыла уточнить про этот столик, когда я рассказывала про предметы, которые мне понравились. Вот этот столик, я про него забыла. Он очень милый. То есть вот детишки разрисовали, да, свои лапки в краске и вот разукрасили столик. Это очень мило. Ну, кстати, ванна здесь тоже удивительно чистая с туалетом. Так, ребенок у нас уже отвлекает эту тетеньку, которая должна работать, как бы, да? А ты-то кто? Торговец. А что торговец тут делает, а, торговец? Развлекать окружающих. Не надо нам ничего развлекать. Блин, за двух детей, конечно, тоже прикольно играть. Она у нас решила рыбачить, да? Угу. Но вы как бы еще не покушали, дорогие мои. Ну, по расписанию будет очень сложно, наверное, вот так вот жить. Потому что все равно они будут, наверное, заниматься всем, чем угодно, но только не тем, что надо делать. Он, кстати, он спьет что-то там, этот, который я ему сказала пить. Да, кухня, конечно, маленькая и немного странно сделана, что они прям готовят тут, дети прям здесь сюда подходят и не кушают вот тут, где должны кушать. А мы не можем, да, никак взаимодействовать? Позвать персонажей, не надо. Он у нас, кстати, тоже готовит. А досуг-то кто у нас будет повышать? Блин, они все готовят и готовят. Смотрите, как много они готовят. Она у нас бежит взять порцию, хотя не особо-то и хочет кушать на самом-то деле. Он у нас убирается. Ну, досуг нам бы как-то повысить. А я не знаю, если честно, как тут досуг повышать. Хватит кушать уже. Вы сейчас тут растолстеете и будете у меня этими. Вам тут уже никакие физические навыки не помогут. Кстати, лук. Давайте мы также постреляем из лука. Он у нас тоже уже присел к какому-то мальчишке и качается на качельках. Ну, заодно повышается досуг. Это очень хорошо. А у нас, кстати, очень мало еды в день. Только один раз мы должны кушать. Ну да ладно. Так как мы управляем за одного из вожатых, мы можем также приготовить, кстати говоря. Давайте-ка мы пойдем постреляем из лука. Научиться отлично стрелять из лука. Попросить руководить. Ну, давайте попробуем учиться стрелять. Посмотрим, как это вообще выглядит. Фитнес-фест. Начинается фитнес-фест. Запрыгивайте на велотренажер, сразитесь по стрельбе из лука. Ну, в общем, вы можете это все прочитать сами, да? Вот. Наушники, капельки какие-то нам дали. Опять эти очередные. Получен навык стрельбы из лука. Удивительно, кстати, что у него его не было. А вот интересно, подростки могут отправляться в лагерь или все-таки нет? Зачем вам ребенок в вашем клубе? Ой. Окей. Нам что-то плохо стало от чего-то. Понятно, вот это дополнение, взять порцию. Давай-ка не надо брать порцию. Ты должен развивать навык спорта, но ты почему-то не хочешь. Давайте-ка мы покатаемся на байдарках. А где они вообще? Мы, по-моему, профукали все байдарки, да? Воспитатель. Давай ты попробуешь кого-нибудь поучить. А, уже используется, да? Ну, давайте тогда мы прекратим
играть и попросим Найджела, чтобы он нам помог, так скажем. Вот ему что-то все очень плохо. Я не знаю, почему ему плохо. Это вот из-за этого дурацкого дополнения с феями. Но я никак не могу его убрать, потому что иначе я не знаю, что случится. А я хочу покататься на байдарке. Где все байдарки? Куда они все делись? Вопрос такой очень хороший к вам возникает. Они все вот тут где-то, да? Иди, пожалуйста, поплавай на ней. И они так смешно запрыгивают в эти байдарки. А то у нас вообще-то нет тут. Либерти Ли. Вообще-то у нас как бы не в нашем лагере. Что ты пользуешься-то нашими этими байдарками, а? Какие-то люди тут проходят. Ути, господи, какой милый. Так, хватит заглядываться на мальчиков в игре, да? У нас также тут есть вот этот вот какой-то принтер. Это у нас, походу, персонаж из этой какой-то NPC-шка. Поприветствовать птицу мы можем. Вот так вот они, конечно, у нас играют. Один у нас там командует, как обычно, да? Давайте попробуем поприветствовать птицу, потому что что-то мне хочется посмотреть, что нам это даст. Давай-ка беги, пожалуйста, к ней, к этой птичке. Только не улетай, птичка наша. Мы можем поймать парусник. Ну, давайте мы не будем ловить пока что парусник. Так. Какой-то шарик мы нашли. О! Может быть, меня примечательный... Угу. В общем, вы можете сами прочитать. И все, что ли? Что нам с тобой делать-то? Делиться идеями. Ну, давайте попросим рассказать о себе. Начать формировать... Я вот не понимаю, что это за опыт какой-то развлекать окружающих. Что это вообще такое? Я, если честно, не понимаю, что это. Это вот эти вот... Это, походу, для вот этих надо. Часто спрашивают, платят не заработали, нет. Угу. Домашку пошла делать, но ты как бы в лагере. Зачем тебе делать домашку? О своих чувствах. Нам какое-то задание дали? А где нам задание дали? Я что-то, походу, пропустил. Он какое-то там задание. Денежки он хочет от нас. Или что? Я не поняла. Какое-то задание он нам дал с вами. Ну, да ладно уж. Если уж дал, мы его выполнять, наверное, не сможем. Потому что он какашка. Восхвалять вот эту стрельбу из лука давай. А, вот мы можем еще какие-то действия тут делать. О своих чувствах, супер объятия. А как нам выполнить эти задания? Она нам не дает их. Шутки можем. Я что-то так и не... Можем поиграть в прятки. Любовь, блин. А мы не можем ничего, какие-то задания взять. Наряд. Непонятно, в общем, ничего. Эх, грустненько, конечно. Мы не можем никакое задание, походу, взять. О, вот! Рассказать птицу о себе попросить. Он у нас все плавает, да, на этой байдарке своей. Блин, они так прикольно выглядят в этой воде. И вообще, такие яркие. Я родилась и выросла в гнезде... О, господи. Давайте мы отправим его уже писать, да? Иди пописай, пожалуйста. Я не знаю, господи. Он не хочет, как бы, заниматься вещами, которые у него с потребностями связаны. Господи, боже мой. Подделки из бумаги она хочет также делать тоже. И на самом деле в лагере детском вроде бы как бы и прикольно, но немного, как сказать-то, просто ты живешь, по сути, и все. То есть для каких-то летних праздников, да, там вот этих, это прикольно, но... Даже не знаю. Хватит подделки свои делать. Идем в туалет, ай. Сколько можно-то?
Не хотят они даже свои потребности делать. Вот в чем, точнее, пополнять. Вот в чем небольшая проблема, между прочим, это вот по ходу дополнения. Они все равно будут делать все, кроме чтобы того, что нам надо делать. То есть, походу, чтобы это было прям в идеале, это надо всем вот тут прям правила делать, не знаю, там свободное время вообще убрать, завтрак, сходить пописать, помыться, потом какие-то занятия, да, там, потом, допустим, тихий час, потом там покушать снова, потом там опять какие-то занятия, потом опять пописать на всякий случай. Ну и просто посмотреть, как у них будут падать потребности. Кстати, что удивительно, мы в отпуске от школы, то есть это очень круто. Нам также надо развлекаться в воде, но мы, в принципе, уже развлекались в воде, но давайте поплаваем. Ну вот интересно, как это будет, если честно, зимой, если мы не сможем плавать. Они все лезут делать свою домашку дурацкую. Мне это, если честно, не особо нравится. Кстати, еды много. То есть даже если мы захотим кушать посреди ночи, мы все равно можем взять покушать, потому что наши любимые вожатые о нас позаботились. А я, кстати, хотела посмотреть, где тут лягушки вот эти, да, мы можем все-таки. И мы можем также вот оставить подарок смотрителю отшельнику мы можем. Черная бабочка. Давайте сначала просто покричим. Интересно, он придет, этот отшельник, к нам? Или все-таки не будет он к нам приходить? Вот так вот она просто кричит, да? Блин, я все пропустила. То есть просто вот кричит. И все. Просто кричит вот так вот. Даже никуда не залазит, просто кричит. Мы можем какой-то подарок, но мы не можем его почему-то оставить. Хотя игра нам предлагает его оставить. Давайте попробуем формировать опыт. Это у нас, походу, теперь будет также... нифига себе. Детский опыт есть какой-то у нас. Искать лягушек, давай. Я вот это все ненавижу. Я не знаю, что это за задания есть, они у меня уже были, блин. Я специально открыла свое сохранение старое. У нас, кстати, костер. Угу. Нам надо здесь какие-то... Надо найти кого-нибудь, кто захочет послушать мою музыку. Я вот, кстати, не понимаю, это детский опыт, связанный просто с лагерем, или все-таки это откуда-то еще пришло? По-моему, мне кажется, это с этим дополнением пришло, но я не понимаю немножечко, это прям... вообще с дополнением или именно с лагерем? Скорее всего, с дополнением. Давайте попробуем поймать бабочку. Я понимаю, что нужен какой-то костер, но я что-то не вижу никакого костра. Где тут костер у них? Где тут у вас костер? Мы, в принципе, можем его поставить денег-то. Вон костер, вон. Угу. Энтомология какой-то навык. Это, кстати, по-моему, новый, что ли? По-моему, новый, пришедший с этим как раз-таки дополнением. Давайте-ка мы придем. Костер, просто костер у нас тут. Давайте поиграем. Дети... Давайте всех пригласим собраться у костра. Потому что у нас же тут по заданию должно быть вот этот костер. И он нас хочет кушать почему-то. И спать. Но спать еще рано, в 22:00 такой у нас сон. Но все равно что-то... Мы можем, кстати, готовить. Давайте сделаем... Я хочу сделать походное жаркое из лягушек. Давайте попробуем. И что? Как нам сжечь деньги? Не, давайте не будем. Так. Гитару. Давайте мы купим гитару и поиграем на гитаре у костра. На самом деле немного проблематично, потому что из-за всех этих действий они просто постоянно идут выполнять вот эти все действия. Но при этом у них очень сильно упавшие все желания, ой, господи, потребности. Еда портится, кстати. И при этом они есть хотят. Все хотят. Хотя у них ставится вот это действие, они им только занимаются, и все.
Так, он сейчас поест вот эту еду, которую приготовили они там на этом костре. И давайте-ка я все-таки хочу... Страшилка про зеркало. Давайте про какого-то капитана я хочу рассказать. Каким-то детишкам давайте расскажем. Угу. Он у нас там что-то хочет малый бизнес начать, зачем-то он ему нужен. Давай покушай быстрее уже, кушай, блин. Я просто хочу посмотреть побольше действий, которые можно сделать вообще в этом лагере. Понятное дело, что это все зависит от нашей фантазии, безусловно. Так, турист-директор тоже должен... Угу. Давай, директор. Иди рассказывай историю какую-то свою. В трусах ходят перед детьми. Нормальный? Ты нормальная, а, вожатый? Я вот все хочу понять. Петь песню. Ну вот же гитара, блин, только мы никак не можем ее к себе добавить, блин. Владеет этим предметом. Ну и иди ты в попу. Ага, они сейчас все по расписанию идут спать, все, поэтому, возможно, сейчас у нас быстренько пройдет это все время. Я, кстати, очень хочу все-таки потом отправиться на работу также за вожатую, попробовать поработать. Они все должны спать. Угу. И спят они примерно до 6 утра, скорее всего, да? Ну, примерно, да. Так-то они теперь должны, по идее, просыпаться по расписанию, но они у нас не просыпаются. Хотя кто-то у нас уже даже встал, вожатая наша сестренка, она у нас что пошла делать? Тебе надо идти завтракать, дорогуша моя. Давай-ка попробуем позавтракать, если тут есть... здесь нету еды, которая не испортилась. Я думаю, надо ставить еду в холодильник, к сожалению, за этими персонажами не уследить. Почистить. Может быть, ты лучше пойдешь помоешься, дорогой мой? Не будешь заниматься ерундой? И давай-ка ты у нас что-нибудь приготовишь, пожалуй, покушать. Я не знаю, волшебный хлеб попробуй сделай на завтрак. Самое то волшебный хлеб кушать на завтрак. Так, давай-ка. Этот у нас еще все спит. Второй уровень навыка уже директор. Представляете себе? Она у нас тут плавает и хочет просить совета у своего папы, который готовит. Ох, прекрасно, конечно. У нас, кстати, тут у костра вроде была еда. Ага. Мы уже не можем больше кушать тут. Ну да. Так, хорошо. Можем только убрать посуду для готовки. Я думаю, мы этим попозже займемся, когда приготовим новую порцию завтрака. Вот интересно, если мы уберем в холодильник. Ага. Значит, смогут брать. Я только хотела спросить, смогут ли они... Хорошо. Хорошо. Плохо, конечно, когда у тебя твой папа директор. Давай уж. Готовь быстрее еду. Блин, из-за того, что они все мешают ему, он не может приготовить нормально еду свою дурацкую. Давайте. Взять порцию. Взять порцию. Кушайте все. Какой-то коктейль там. Вожатый тоже у нас пытается готовить. Но как-то немножечко, походу, не получается пока что. Мы, в принципе-то, вроде в лагере все почти посмотрели, чем мы можем вообще тут заняться-то. В принципе-то мы можем 3 дня. Угу. Почему-то 3 дня у нас еще. Мы можем также увеличить детский опыт. Ага, какой-то детский опыт. Прятки какие-то. Она у нас считает, да? Ну иди ищи. А кто тут спрятался-то в итоге? Мы можем их сами найти просто? Или она должна сама их искать? Ну-ка. Давай-ка. Куда она у нас бежит? У нас просто будет ходить по локациям. Вот, кстати, походу. Где блестки, значит, там кто-то спрятался, да? В мусорке. Прекрасно, дорогая.
Давайте попробуем искать выброшенные игрушки и попробуем помогать по дому. Вот это вот хочу попробовать. Они у нас сейчас занимаются спортом, да? До часу. А где детский... А где детский... О, господи, детский час, хотел сказать. Тихий час. О, выброшенный комплект с картой монстра. Нифига, мы что-то можем еще в мусорках еще искать. Так. Иди, развивай навык спорта. Давай тоже. Играй тут. Конечно, да, одна штука, это, конечно, мало. Но что уж. Так, смотреть. Нам бы еще еду, наверное, в холодильник все-таки убрать. А мы не можем, да, убирать в холодильник еду? Мы не можем убрать в холодильник еду. Да, не можем. То есть она в любом случае будет портиться. Так, кто-то готовил, не доготовил. Давайте возобновим готовку. Он у нас наставляет по теме. Из лука, стрельба. Мило, кстати, реально. Очень даже мило. Оплата поездки. Была... Угу. Нифига себе. Нормально, то есть мы еще и деньги платим за этот лагерь. Ну, в принципе, вполне логично. Мы же всегда платим за лагеря. Вот что странно, отец-то, он у нас почему-то директор, хотя у него нету карьеры, как бы. Это очень странно. У нас мама больше, как бы, старшая вожатая. 12 тысяч там платят за 3 дня. Нормально? Нормально. 3 дня, кстати, доработаем. Мы должны будем с вами прийти успеть до работы, потому что я бы хотела посмотреть, как выглядит эта работа. И, возможно, на этом мы уже с вами закончим видео. Вы можете предложить, чем мы там можем с вами еще заняться. Но я просто, так знаете, некий такой первый обзор на этот лагерь, что ли, сделать. Как он вообще все это выглядит. Не успела найти тех, кто спрятался. Ну, как бы не особо-то и хотелось кого-то искать, если честно. А мы должны опять развлекаться в воде. В принципе, обычное такое расписание какое-то. Я предлагаю просто расслабиться. Она нас хочет кушать. Блин, как бы они у нас тут все не померли из-за голода, потому что они не будут свои потребности повышать, пока мы это им и поставим. Нет подходящего времени. Ну, давайте мы вот это уберем. Давайте заниматься своими какими-то вещами. Блин, в 17:00 костер. А в 9 утра у нас, по-моему... Ну, давайте в 9 утра пусть будет, я не знаю. А здесь нету... Ну, давайте вот позаботиться о себе. Пусть будет в 9 утра. Завтракать, заботиться о себе. А когда нам заниматься вот этим спортом? Ну, может быть, плевать на него, на этот спорт, а? В принципе-то, я думаю, без разницы, наверное, на него, не? А плевать, короче, на него. Свободное время, пусть его не будет, без разницы. Развлекаться в воде у нас есть, заботиться о себе, вот. Это вообще прекрасно. Я думаю, также можно поменять и вожатым тоже, потому что заботиться о себе должны, мне кажется, все этим заняться. Где тут вообще вот это действие, забота о себе? Потому что что-то я его не могу найти, как бы говоря. Все-таки нашла, и вот у нас теперь будет у всех забота о себе, потому что иначе они просто не смогут о себе заботиться. А вот это тоже мы, пожалуй, удалим.
Пусть они будут реально заботиться о себе хоть чуть-чуть. Ну, вот правда. Хотя, мне кажется, в теории надо было сначала, наверное, забота, а потом уже завтрак. Хотя, ну, вообще в 6 утра завтракать странно, ну ладно. Это же лагерь. Итак, я немного поменяла расписание чуть-чуть совсем, да, то есть у нас будет также занятие спортом на ночь, это очень странно, но как бы пусть оно будет так, и там занятие спортом, ого-го, там каждый сам выбирает, что он хочет, либо он там занимается спортом, либо луком, либо вообще оригами какими-то, то есть это я так просто назвала спортом, а так они пусть занимаются кто чем хочет. Потому что иначе времени у них вообще как бы нету на себя, особенно вот этот завтрак, даже заботы о себе нету. Это, конечно, немного странно. У них вот, конечно, нельзя тут очень много действий делать, потому что не дает игра. То есть нельзя там поставить, что там, допустим, утро, потом день, вечер, там забота о себе. Они вечно хотят почему-то делать домашку. Я не понимаю, почему. Это очень странно, если честно. Да, у них, кстати, теперь в 15:00 костер. Очень рано, но я просто не смогла мимо него пройти. Очень уж он мне понравился, этот костер. Ой, с уборкой давайте мы не будем убираться. У нас сейчас гигиена там повышается. Он у нас куда идет? Сыграть песню. Давай, иди, дорогой. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть, что он будет играть песню у костра. Давай, иди, играй. Во-во-во-во-во. Ну. Вайбик как бы есть. Я так считаю. Что-то там кто-то кушает, кто-то костром своим занимается. Тут также, кстати, можно устроить соревнование из лука. То есть мы будем тут... Вот, она постреляла. Теперь идет кто-то другой стреляться из лука. Какая-то фея тут к нам пришла, но что-то не хочет другой чувачочек идти стреляться. Почему там? Ты должен, опять же. Этот у нас куда пошел? Делать подделки из бумаги. Да, у нас, в общем-то, как раз-таки свободное время. То есть кто-то у нас там занимается подделками, кто-то стрельбой из лука. То есть, ну, кто чем хочет занимается, в общем-то. Так. О, да, кстати, вторая девочка пошла у нас стрелять из лука. У нас еще тоже какой-то мальчик стреляется. То есть такая прям очень прикольная атмосфера на самом деле. Тут, кстати, может еще немножечко что-то повредиться. Например, локоть лучника, стрельба из лука. Так, давайте-ка на рыбалку он решил у нас отправиться. Может, ты лучше пойдешь кушать. И, в принципе, я думаю, уже с этим лагерем, наверное, хватит. Я, наверное, сейчас уже просто пойду покушаю, да, наверное, и пойдем уже отправимся домой. Ну, либо сейчас еще чуть-чуть тут поиграем, да, и пойдем отправимся уже домой, потому что у нас уже должна скоро мама стать вожатой. Ну, на самом деле, я примерно думаю, что мы просто будем играть за нее одну, и просто как бы, просто будем вожатым, и все. В принципе, что тут такого еще может быть? Просто вот как мы вот за него играли, только мы будем играть только за нее, скорее всего. Ну, хотя я тоже могу ошибаться. Так, хватит стрелять из лука. Видите, они вот все, ничего не хотят делать. Это очень странная тема, конечно. Уйти, господи, смотрите, что тут появилось у человечка. Тоска по дому. Пробуждение вдали от дома. Чает по дому, новые впечатления, это хорошо. Так, господи, боже мой, ай. А дома все равно лучше. Ну да, тут, конечно, ну, многие действия все равно перебивают какие-то грусти и так далее. Зачем нам грустить, когда мы в лагере? Вы что? Кстати, тут есть рядом такой вот цветочек, и мы можем туда бабочку поселить, которую поймали. Но на самом деле и свои баги тут тоже, конечно же, есть. Например, вот эта вот летающая фея. Все, застряла, походу. Что странно, здесь иногда тоже какие-то фитнес-фесты могут попадаться, сумасшедшая среда. То есть тут надо по средам принято заниматься стиркой зачем-то какой-то. То есть тут еще, походу, в разные дни разная какая-то еще может выпасть что-то, короче, такое
интересненькое. Итак, когда у нас заканчивается поездка, нам тут пишут вот такую вот милоту. Нам тут пишет, что получила черту характера какую-то, то есть кто-то тоже получил. И это прям очень, на самом деле, прикольно. Но грустно, что надо платить бабки из своего кармана. Но зато вожатым платят. Кстати, мы можем выводить бабочку из какой-то гусеницы, вот в этих вот энтомологию. Да, мы, кстати, навык еще получаем вот в этих вот, как они там называются, я забыла, инкубатор. Смотрите, как это выглядит крипово. Ну и также я, короче, поселила всех бабочек сюда, которых мы нашли. И выглядит это реально очень мило, но, конечно, огромный такой вот прям квадратик, конечно, занимает он большой, если честно. Также, кстати, мы можем взаимодействовать вот с этой вот воображаемой игрушкой. Например, мы можем сделать ее азартной. Возбужденное состояние, можем сделать ее злой, растяпой или творческой личностью. Я думаю, давайте попробуем сделать ее творческой личностью. Ну, это достаточно типичный, мне кажется, вариант. И давайте попробуем теперь сделать воображаемым другом. Ну-ка, что у нас будет? Опа! И у нас появился такой миленький дружок. Вот такой вот. Это очень мило на самом деле выглядит. Давайте мы попробуем обменяемся на новый предмет. Мы можем вообще, в принципе, с ним так повышать навыки разные. Нифига. И вообще потребности, в принципе, тоже. Смотрите, они там с друг другом разговаривают уже. При этом до других его не существует. Представляете? А так, давайте мы попробуем что-нибудь еще с ним поделать. А ну-ка, что тут будет? Он будет как-то на это реагировать? А, вообще папане, вообще фиолетово, что дочь сама с собой разговаривает. Вообще все равно этому папаньке. Ну, ладно, бывает и такое. А вот интересно, мы можем, например, сделать... Ага, мы не можем. Все, эта игрушка теперь ее. Болтать с монстриком. У нее теперь вот так вот игрушку зовут ее. Нормальное имя. Он еще может что-то даже просить, чтобы мы что-то сделали интересное такое. Уф. Так, а давайте попробуем все-таки обменяться вот этими какими-то карточками. Блин, так прикольно на кроватке сидит и ножками своими этими. Открыть коллекцию. Ну, давайте. Так, ну-ка. Они вроде поменялись. И что мы получим? Походу, ничего. Ну, они, в общем-то... что-то получим. Давайте посмотрим, что мы там получим от него. Комплект с картой, да, получается? Открыть. Бывает комплект. Компас. Ты чё? Вообще, что ли? Издевается над ней. Ну-ка, не надо. А интересно, а мы можем его вообще возродить и сделать его человеком? Как в троечке, или все-таки не можем? Нифига себе, тут бомбочка потом. Уже на втором этапе она вот такая вот. Я столько ждала. А она просто отправилась на работу, и все. То есть там даже не предложила как-то отправиться на работу вместе с ней. Я, конечно, если честно, просто в шоке. Хотя вот показывает, что да, надо будет... Может быть, реально такое быть, что мы будем отправляться на работу вместе с ним. Странно, почему мне не пришло уведомление отправиться вместе с ней. Ну, ладно уж. Итак, это, конечно, очень странный выбор, но, в общем-то, я решила сделать вот это вот романтическое какое-то там собрание, поэтому мы отправляемся. Я чисто хочу посмотреть, как это выглядит. Возможно, это странно, все в одном выпуске хочется посмотреть, но у нас тут прям какой-то дом 2. Посмотрите на это, какое красивое место. Даже есть второй этаж с залом.
какими-то спальнями. Это, конечно, прекрасно, прекрасно. Даже добавили вот этот вот тренировка. Ну это, конечно, прекрасно, прекрасно. Вот чем занимается, да? Вот так вот. Вот чем я занимаюсь тут, да, ваш папонька, пока мама на работе вожатой. Ну, здесь, конечно, персонажи такие, потому что они, как сказать, сейчас у меня отключено немного, если честно, онлайн, поэтому здесь будут иногда появляться такие персонажи достаточно сгенерированные игрой. Мы сейчас должны будем ужинать, а потом в 20:00 сближаться. Я даже не знаю. Организаторы должны быть романтичными, заниматься в уху, пользоваться джакузи. Ох. Да, нормальная такая тема. Странно, конечно, отправлять отца. Так, организатор какая-то очень вредная. Ну, место на самом деле очень прикольное. Это место, которое сделала сама игра. Здесь тоже можно плавать, но я бы, если честно, хотела бы... Он хочет кушать, да? Я бы хотела все-таки... Так, работать в баре нет. Посмотреть... Да, вот эти места, это все очень круто, но еще я бы хотела очень посмотреть, как они будут заниматься. Давай просто бодрящую тренировку. Ему какая-то Аврора, что ли, понравилась или что? Давай, не надо нам никаких Аврор. Просто иди, занимайся на нем. Посмотрим, как сильно будут падать потребности. Ну, по-моему, вот гигиена только падает, и вроде как бы все. Эх, грустненько, конечно, но бывает и такое. Зато смотрите, как будет время, наверное, лететь. А здесь нету, да, такого, как спать, что ли? А здесь спать аж под утро они ложатся. Нормально, нормально. Так, иди покушай, дорогой. Он еще за джакузи сразу хочет пойти. Ну, здесь на самом деле так, знаете, реально какой-то дом 2 можно прям делать. То есть можно и дом 2 снять, можно и в лагерь поиграть. Можно вообще, кстати, новый челлендж открывать по типу дом 2 в Симсе. Вообще топ идеи, кто хочет, пишите я. Да, вот, будем с вами в дом 2 играть тут. Не, вообще, в принципе-то идея прикольная на самом деле, да. Такой некий и челлендж, и некий такой этот... Кто выживет, так скажем. Хотя, в принципе, тут и живется нормально. Это не какой-то там челлендж, как психушка какая-нибудь. Хотя можно было бы, наверное, какие-нибудь правила такие придумать. Ох, все в одном джакузи. Как вы там все помещаетесь? Это ты куда полез, дорогой? Просто стоит. Нормально, нормально так. Кстати, тут реально даже -1 участник, и тут реально исключаются персонажи. Уф. Это, конечно, реально интересно. Реально какие-то челленджи можно теперь делать по-новому, по типу психушки там. И так далее. Это реально очень интересная тема на самом деле. То есть, что нам сам Sims дал такую возможность, что тут даже будут какие-то симы исключаться. Там, то есть это круто, реально. Прям сами возможности от самой же игры, что можно делать, будет дом 2 всякие, там, психушки, возможно, если там чуть правила подправить. Какие-нибудь вот эти все челленджи тоже можно будет прикольно делать. Не, ну в дом 2 я бы поиграла бы, возможно. Я, кстати, решила завершить, чтобы успеть еще в лагерь, да, поработать. Вы не представляете, 10 тысяч нам заплатили, при этом мы еще успели получить реально какие-то награды, награду, связанную с правилами выбывания. Я вообще в офиге. Тут еще какие-то награды нам за это дают. Причем, кстати, это очень читерный способ получения денег. Так, хватит нам тут отправлять всякие действия. Потому что, ну, мы потратили там 400 на этот, так скажем, билет в день, по-моему, мы там платим 400, а мы получили 10 тысяч. Хорошо, идите, одноклассники, я хочу пойти поработать сейчас. Я не знаю, предложит ли мне игра сейчас отправиться на работу вместе с ним. Или она опять зажует это
желание. Мама все там работает. Отойти на... Работу вожатого. Нормально, кстати. Так. Давай, отправляйся. А мне, кстати, не приходит реально уведомления, чтобы мне самой пойти с ним на работу. Заметили такое? Что за бред? Я так хотела посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, скорее всего, точно так же, как мы были в лагере, только мы будем работать за вожатого. В общем-то, без разницы. В общем-то, к сожалению, да. Возможно, это либо из-за того, что у нас дети, ну, хотя это тоже странно. Либо я не знаю почему, но нам не дают пойти на работу. Вместе с персонажем прям. Эх, грустно на самом деле. Можно попробовать, конечно... Уйти раньше попробовать и еще раз отправиться. Нам только бабки опять дали. Я не понимаю, почему мы не можем отправиться на работу. Именно прям вместе с ней отправиться прям... И это, если что, не то. То есть это просто на какой-то участок мы можем отправиться, но не на работу. Интересно, а если мы реально по приколу отправимся сюда, мы сможем работать? Ладно, на самом деле это так не работает. Я не знаю, это, по-моему, баг из-за того, что мы в первый день работаем. Ой, в первый же день игра у меня запустилась, как бы я сразу ее установила. Возможно, это какой-то баг, либо это просто так показывает, что мы можем работать. Но, в общем-то, как-то получилось так. Может быть, я отдельный видос посвящу тому, как мы будем работать вожатые, когда это починят. Но пока, как видите, я не могу. Мне не предлагают отправиться туда вместе с персонажем. Мне предлагают просто, чтобы он отправился, хотя в работе там стоит, что мы сможем с ним отправляться на работу, и это типа открытая вот такая вот уже карьера, как мы играли, когда были в самом лагере. Ну, в принципе, можно считать, мы и так за вожатого отыграли, просто там вожатый директор, и еще и за детей одновременно. В принципе, нормальный такой вариант, я так считаю. Ну, в принципе-то, наверное, на этом можно еще видосик уже завершать. Если вдруг, ну, захотите отдельно поиграть за вожатого, чтобы я поиграла, так скажем, а вы посмотрели, или хотите посмотреть Дом 2, то обязательно пишите об этом в комментарии. Пишите я. Хочу там, я не знаю, лагерь. Ой, вожатую. Хочу там Дом 2, я не знаю. Ну, или как-нибудь такое. Может быть, даже свои какие-то идейки можете предложить обязательно. Ну, а на этом... Наверное, все. Всем покасики и всем до новых встреч!